Всем привет! Это наш новый эксперимент, друзья. Сегодня мы берем обычную розеточную вилку и превращаем ее в нечто совершенно удивительное. Антенну, которая способна ловить ТВ-сигнал. Наш проект — это вызов традиционным методам и подтверждение тому, что в мире DIY нет ничего невозможного. Поехали! Смотрите, сейчас я аккуратно раскручиваю нашу вилку, ведь каждая деталь имеет значение. Наши контакты — это сердце всей конструкции. Если их не извлечь правильно, то весь эксперимент может потерпеть неудачу. Помните, друзья, все начинается с точности. Аккуратное извлечение контактов — залог успешного результата, даже если кто-то скажет, что это пустяки. Теперь я беру нашу бухточку коаксиального кабеля и отмеряем ровно 5 сантиметров. Да-да, именно 5, потому что это число имеет особое значение для нашей конструкции. Возможно, кто-то скажет, зачем столько, но я уверен, что каждый сантиметр здесь важен для стабильности сигнала. Отрезаю аккуратно, чтобы сохранить целостность, ведь наша антенна начинается именно с этого момента. Следующий шаг. Примеряем наш кабель к вилке, чтобы понять, сколько изоляции нужно снять. И начинаем снимать изоляцию. Сначала осторожно удаляем внешний слой, затем аккуратно скручиваем оплетку. Наше дело не повредить центральную жилу, ведь именно она станет проводником нашего сигнала. Здесь важно соблюдать баланс, не переборщить, чтобы ничего не повредилось. Наш подход прост: точность, аккуратность и немного смелости для эксперимента. Я работаю с такой точностью, словно каждая жила — это линия, соединяющая нас с будущим бесплатным телевидением. Ведь каждая мелочь здесь имеет значение, и именно благодаря таким мелким деталям рождаются настоящие инженерные чудеса. Если вам интересно, почему я так долго работаю над этим этапом, просто знайте, что в мире DIY каждая деталь критична. Вот так мы прокладываем путь к инновациям, шаг за шагом. Теперь переключаемся на подключение. Беру зачищенную оплетку и аккуратно подключаю ее к правому контакту вилки. Это важный шаг, ведь именно с этого контакта начнется наш положительный путь сигнала. Наш метод может показаться странным, но все идет строго по нашему плану. Следующий шаг. Зачищаю центральную жилу кабеля до нужной длины и подключаю ее к левому контакту. Здесь все должно быть идеально сбалансировано. Один контакт передает, другой принимает. Ведь без точного соблюдения этого баланса наш эксперимент не сможет достичь поставленной цели. Итак, друзья, теперь наступает самый важный и, пожалуй, самый драматичный этап. Это сборка нашей вилки обратно. Мы уже подготовили все контакты и провода, и теперь каждая мелочь имеет значение. Я беру нашу разобранную вилку и начинаю аккуратно ее собирать, словно собираю сложный пазл. Ведь, как известно, в мире DIY даже малейшая неточность способна свести на нет все усилия. Теперь, когда контакты готовы, переходим к укладыванию кабеля в нашу вилку. Смотрите, как я аккуратно распределяю кабель по внутреннему пространству, словно собираю идеальный пазл. Каждая линия должна ложиться ровно, без лишних изгибов. Ведь именно от этого зависит стабильность сигнала. Если кабель уложен правильно, наша антенна будет работать как часы. А если нет, комментарии потекут рекой. Так что помните, друзья, успех эксперимента заложен в деталях. Сейчас мы аккуратно совмещаем две половинки нашей вилки, как два пазла, где каждая деталь должна идеально совпасть, чтобы наше телевидение заработало безупречно. Объединяя две половинки, мы не просто собираем вилку, а создаем единое целое, где каждая деталь играет свою роль. Ведь, как говорится, сила в единстве. Если у вас плохо собираются две половинки, подравниваем кабель внутри вилки. При сборке я действую с предельной аккуратностью, ведь именно здесь каждая мелочь может стать решающей. Надежное соединение – залог успеха нашего эксперимента. Вкручиваю каждый винтик с такой тщательностью, что можно подумать, будто я закладываю фундамент будущего инженерного шедевра. Наш метод требует абсолютной точности, ведь если хотя бы один контакт окажется не на месте, сигнал может исказиться, а конструкция потеряет свою магию. Теперь переходим к работе с другим концом нашего коаксиального кабеля. Здесь мы должны тщательно снять изоляцию, чтобы центральная жила была полностью доступна для надежного контакта. Каждый миллиметр важен. Представьте, если оставить лишнюю изоляцию, то контакт окажется слабее, а сигнал может пострадать. Мы делаем это с предельной аккуратностью, ведь наша антенна должна работать как часы.
Помните, наша точность – залог стабильного сигнала, и даже небольшая погрешность способна стать причиной споров в комментариях. Зачищаем кабель ровно, словно вырезаем идеальный кусочек из мрамора. Все должно быть чисто и аккуратно. Наш подход основан на том, что каждая деталь имеет значение, и я не оставляю ничего на волю случая. Ведь если контакт не будет выполнен идеально, наш эксперимент может оказаться напрасным, а наши усилия потеряют свою магию. Пришло время установить наш Г-образный коннектор. Этот элемент не просто аксессуар, а настоящая скрепка, которая соединит все в единую систему. Я аккуратно надеваю коннектор на зачищенный конец кабеля, убеждаясь, что он крепко зафиксирован. Здесь важна каждая деталь. Если коннектор послабнет, наш сигнал может оказаться под угрозой, и тогда все споры в комментариях возмустятся еще сильнее. Наш коннектор закрепляется так, чтобы обеспечить максимально надежное соединение. Это как последний штрих в произведении искусства, без него ничего не будет выглядеть законченным. Переходим к следующему этапу – подготовка для создания пружины. Беру моток медной проволоки и ищу цилиндрический предмет с идеальным диаметром для нашей работы. Вот, например, отвертка. Почему отвертка? Потому что ее диаметр совпадает с размерами наших контактов, и это наш выбор. Теперь начинается один из самых творческих этапов нашего эксперимента – формирование нашей пружины удачи. Я беру наш моток медной проволоки и использую отвертку в качестве шаблона. Начинаю аккуратно наматывать провод. Каждый виток здесь не просто завиток, а символ нашей смелости экспериментировать с тем, что казалось невозможным. Следите внимательней. Мы наматываем проволоку плотно друг к другу, чтобы ни 1 миллиметр не ушел зря. Наши витки должны быть ровными и одинаковыми, ведь именно в этом заложена вся сила нашей конструкции. Или вы считаете, что это просто механическая работа? Подумайте еще раз. Это почти как создание произведения искусства, где каждая линия говорит о нашей вере в то, что можно преобразить обыденное в нечто уникальное. Говорят, что если проволока намотана слишком свободно, сигнал ослабнет, а если слишком туго, может возникнуть напряжение, способное повредить всю систему. Следите, как витки ложатся друг на друга, как будто собираются создать симфонию из металла. И помните, даже если кто-то скажет, что это все абсурд, наш DIY проект уже доказал, что в мире инноваций нет места для банальности. В каждом витке заложено наше упорство и стремление доказать, что даже обычная медная проволока способна преобразиться в элемент, который может усиливать сигнал. Здесь, на этой отвертке, рождается наша пружина, которая станет сердцем всей конструкции, придавая ей ту самую магию бесплатного ТВ-сигнала. Теперь аккуратно разгибаю пружину, чтобы она приняла форму идеальной спирали. Спираль – это больше, чем просто узор, это символ гармонии и стабильности. Чем аккуратнее спираль, тем чище будет сигнал, как будто сама Вселенная решила поддержать наш эксперимент. Каждая спираль, как говорят, хранит в себе энергию и помогает настроить устройство на нужную частоту. Возможно, именно в этих витках кроется секрет мощного сигнала, или по крайней мере повод для обсуждения в комментариях. Пришло время воплотить наш замысел в жизнь. Теперь мы оденем нашу тщательно сформированную спираль на контакты вилки. Один конец аккуратно ложится на правый контакт, а другой на левый. Это словно соединение двух миров, где каждая сторона отвечает за свою энергию. Наши контакты как ворота, через которые проходит сигнал, и именно от их надежности зависит успех всего проекта. Фиксирую спираль так, чтобы она надежно удерживалась. Представьте, если даже один виток сдвинется, весь сигнал может исчезнуть, и тогда начнется жаркие споры в комментариях. Некоторые могут утверждать, что так делать не нужно, но мы знаем, именно точность делает нашу конструкцию уникальной. Сейчас я проверяю, чтобы спираль была равномерно распределена по обоим контактам. Если кто-то считает, что такой метод это просто эксперимент для забавы, пусть попробует повторить его сам. Ведь наша конструкция уже выглядит как настоящий инженерный шедевр, где даже малейшие детали играют ключевую роль. Наконец, фиксирую все элементы так, чтобы ничего не смещалось. Если спираль останется на месте, значит наш проект готов к следующему этапу. Помните, точность и внимание к деталям – вот что отличает настоящих мастеров DIY. Каждый элемент здесь имеет значение, как в Великой симфонии, где даже малейшая нота способна изменить мелодию. О, вот момент, когда наши инструменты решают протестировать. Разлетаются клещи? Очевидно, они не привыкли к такой нагрузке. Это маленький знак, что наш проект работает настолько интенсивно, что даже инструмент начинает кричать. Теперь я возьму пассатижи. Настоящий спаситель в финальной фазе.
Обжимаю спираль на контактах, чтобы она не соскользнула. Если соединение будет слабым, то вся наша конструкция развалится, как мнение скептиков в комментариях. Именно поэтому каждый раз я проверяю крепкость контактов, наша гарантия стабильности сигнала. Вот она, наша конструкция, смотрите, какая она аккуратная и продуманная. Если кто-то считает, что мы сделали это набум, не стесняйтесь писать свои возражения, ведь каждый наш шаг — это вызов традиционным подходам. Теперь переходим к завершающему этапу. Оборачиваем нашу вилку фольгой. Фольга в нашем эксперименте — это не просто упаковка, а настоящий защитный щит, который помогает отсеять все лишние помехи. Мы знаем, что даже малейшая щель может стать причиной потери сигнала, поэтому наша задача сделать обертку максимально плотной и равномерной. Каждый сантиметр фольги здесь имеет значение, ведь точность, как говорится, правит миром DIY. Берем лист качественной алюминиевой фольги и примеряем его к нашей вилке. Наш метод прост. Аккуратно складываем фольгу так, чтобы она плотно соответствовала размерам вилки. Кто-то скажет, что излишне, но мы знаем, без надежной изоляции даже самый гениальный эксперимент может потерпеть провал. Ведь, как говорил один великий мыслитель, защищай свой сигнал, и он будет с тобой навсегда. Оборачивая фольгой нашу конструкцию, стараясь натянуть ее как можно плотнее. Представьте, что каждая складка — это броня, которая отражает все внешние помехи. Если фольга будет сидеть туго, наш сигнал станет чистым, словно кристалл. А если останутся зазоры, готовьтесь к буре комментариев от скептиков, которые обязательно найдут, что так делать не надо. В этом моменте я действую как настоящий инженер. Каждое движение контролируется, каждая складка проверяется. Наш подход — это сочетание интуиции и точности. Может, кто-то скажет, что фольга — это просто элемент упаковки, но мы докажем, что это ключ к усилению сигнала. Ведь если правильно обернуть вилку, то даже самые слабые сигналы превращаются в поток эфирной энергии. Теперь, когда наша конструкция выглядит как надежно зафиксированная система, я проверяю, нет ли недочетов. Если даже 1 мм останется не там, где нужно, наш эксперимент может потерпеть неудачу. Но мы не боимся мелочей, ведь в мире DIY именно мелочи делают разницу между обычным и великим. Вот и завершающий этап. Закрепляем нашу фольгу окончательно, чтобы она стала не просто декоративной, а действительно выполняла роль фильтра и защиты. Когда вся конструкция собрана, мы получаем единое целое, где каждая деталь работает на общее благо. Наш эксперимент доказывает, если вкладывать душу и точность в каждую мелочь, можно добиться чудес. А теперь финальный этап. Проверка. Проверять мы будем через TV-Tuner, чтобы вы мне потом не сказали, что я пользуюсь Wi-Fi. Подключаем TV-Tuner в сеть, подключаем HDMI кабель от монитора и вставляем нашу антенну. Этот момент решающий. Если сигнал пойдет, то наш эксперимент можно считать успешным. Друзья, смотрите, каналы появились. Это настоящее доказательство того, что даже самая простая конструкция, если сделать ее с душой и аккуратностью, может творить чудеса. Наш эксперимент подтвердил, бесплатное телевидение возможно, если довериться смелым идеям и не бояться нарушать привычные правила. А вам спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и пишите в комментариях будущие идеи, из чего дальше мы будем делать бесплатное телевидение.